Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим фразе на здоровье. Очень часто мы ее произносим и даже не думаем о том, что эту фразу нельзя говорить. Почему? Потому что когда вы говорите именно эту фразу, вы отдаете свое здоровье, свое благополучие. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вы сегодня узнаете очень много важной, ценной, интересной информации, а также будете знать, как же правильно говорить, какое слово вам выбрать, если не на здоровье. Давайте далее все более подробно. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: «Я здоровая и счастливая». Истинно, да будет так. Или «Я здоровый и счастливый». Истинно, да будет так. Друзья, ну а мы с вами начинаем. Каждое из слов, которое мы с вами транслируем в этот мир, мы говорим, несет в себе свой смысл, определенное значение. Но также каждое слово и способно притягивать потоки различных энергий. Поэтому очень важно следить за манерой своего разговора, подбирать правильные слова, чтобы не пришлось потом жалеть о том, что жизнь наполнили различные проблемы и неприятности. Вы знаете, что буквы и звуки, которые мы выговариваем, произносим, это энергетические посылы, и у каждого человека они абсолютно разные. Нет даже похожих между собой. Вы, наверное, удивитесь, ведь сразу подумаете о том, что слова, то многие люди говорят одинаковые, ну а как же посылы тогда могут быть разные? Вы знаете, все очень просто. У каждого человека свой особый тембр голоса, который не повторяется. Каждый по-своему вкладывает эмоции в каждое слово. Также каждый по-своему ставит ударение в момент разговора, и все это образует особую энергетику вокруг данного человека и, соответственно, притягивает к нему в большом количестве те энергии, которые он излучает. Правильно подобранное слово способно влиять на нашу жизнь, на наше душевное состояние. Слово можно как помочь человеку пройти через любые трудности, тяжелые жизненные моменты, справиться с поставленными целями и даже бедами, так и сбить человека, к сожалению, с выбранного пути, испортить ему жизнь, отобрать семью, работу, планы, притянуть беды и несчастья. Научиться управлять словом очень непросто, но когда человек это постигает, он действительно способен полностью менять не только свою жизнь, но и тех, кто его окружает. Осторожно нужно относиться к словам, которые вы говорите в гневе. Почему? Потому что негатив, который на том этапе вылетает из вас, способен причинять не только вред тому, кому он адресован, но и вам. Он может окружить вас негативом во много раз больше, чем вы в него вложили изначально. А если у человека выставлена защита от такого влияния, то этот негатив вернется к вам, только будет он уже разрушительным, что значительно скажется на вас, а также перекроет поступление энергии в вашу жизнь. Очень опасные слова, которые родители в гневе говорят своим детям. Действие таких слов снять практически невозможно, если у того, кому вы этого говорите, слабое биополе. Такие слова способны полностью перевернуть жизнь. Все слова, которые обидные, нецензурные слова, которые вы используете в моменте, когда вы ругаетесь, помните о том, что несут в себе негатив. Они способны приносить проблемы в вашу жизнь, мешать вам в достижении цели, отбирать у вас важные на данном этапе энергии. Люди делятся на категории, которые могут создавать что-то вокруг себя с помощью слов, или же наоборот, разрушать все то, к чему они будут касаться и с чем сталкиваться. Есть категории слов, которые способны открывать перед нами новые жизненные этапы, новые возможности, помогать нам получить то, что мы очень сильно желаем и ожидаем. А есть категория слов, которые мешают добиться всего, и за что бы человек бы ни брался, который их употребляет в своей повседневной жизни, не сможет этого получить, а на пути будет терять все то, что у него уже есть. Слова способны открывать сильные энергетические потоки, поэтому нужно делать все правильно, для того, чтобы эти потоки были положительными и с каждым разом только улучшали вашу жизнь.
Также на судьбу человека способно влиять и такое обычное, всем нам привычное слово, которое мы употребляем по несколько раз в день. Это слово «на здоровье». И мы, не зная этого, употребляем его сами себе. Мы, к сожалению, можем приносить множество проблем. И это в первую очередь будет касаться здоровья человека. Когда вы его произносите, это означает, что вы готовы с данным человеком, к которому оно относится, поделиться собственным здоровьем, что вы не нуждаетесь в таком здоровье, как у вас есть, и готовы его отдать, что, соответственно, через короткий промежуток времени и начинает притягивать к вам эти проблемы. Вы, не зная и не понимая, что нужно прекратить это употреблять и провести ритуал, который сможет восстановить ваше энергетическое поле и вернуть вам силы, будете усугублять данную ситуацию все больше и больше еще с каждым днем. А если вы это слово будете употреблять в разговоре с человеком, у которого имеются сильные проблемы со здоровьем или же хронические заболевания, то таким действием вы разменяетесь с ним энергиями, которые напрямую за это отвечают. Вы отдадите ему свое здоровье, а у него заберете его проблемы. Также, когда к вам приходят в дом, вы кого-то угощаете, вас за это благодарят, и вы, что в этот момент снова-таки, какое слово говорите? А ну-ка вспоминайте. Вы говорите, как правило, «на здоровье». Это означает, что вы готовы делиться своим благополучием и что вам много того, что у вас имеется. Вам столько не требуется. Поэтому часто у людей начинаются проблемы, возникают ссоры в семье, скандалы, недопонимания, пропадают деньги, и человек не может более себе позволить столько купить, и приходится экономить, и все это значительно ухудшает уровень жизни. А у того человека, с которым вы поделились своим благополучием, наоборот, начинает жизнь меняться в лучшую сторону. А если вы еще в этот период поделились своим благополучием с нечистосердечным, завистливым, злым человеком, то в такой момент к вам перекроется доступ любых энергий, что образует вокруг вас энергетический застой, из-за которого ваше биополе станет разрушаться, и вы станете подверженными любому влиянию извне. В такой период вас будут легко сглазить, навести на вас порчу, что полностью разрушит вашу жизнь, и вернуть в прежнее русло ее невозможно. Также, если часто кому-то говорить это слово, вы этим можете данного человека сглазить, отобрав у него здоровье, и у такого человека со временем, возможно, не сразу начнутся проблемы со здоровьем. Поэтому, чтобы не думать, кому вы можете принести проблемы, используя данное слово и уберечь себя от них, перестаньте его употреблять. Замените его другими, более безобидными словами, которые, наоборот, будут вам помогать и притягивать положительные энергии. Так хорошо употреблять вместо «на здоровье» говорить слово «во здравие». Это будет означать, что вы желаете, что эти хорошие действия, которые произошли в вашей жизни и притянули положительные энергии, вошли вам и тому, кому это слово адресовывается в здоровье, и тем самым его укрепили. Есть еще одно слово, которое можно заменить словом «на здоровье», и это слово «пожалуйста». Оно будет выказывать вашу благодарность и тем самым окружать вас светлыми энергиями, которые будут притягивать такие же. Употребляйте правильные слова. Благодаря этому вы сможете делать свою жизнь только лучше. Да, старайтесь меньше употреблять частичку «не». Так вы целенаправленно отправляете посыл, что вы знаете и понимаете, что не сможете с чем-то справиться. Например, «не буду никогда иметь таких денег». Когда вы говорите именно так, вы действительно никогда не будете иметь денег, а только денежные потоки будут вас преследовать. Или другая фраза «я недостойна» или «я недостоин». Это означает, что вы не верите сами в себя, вы не верите в свои силы. Соответственно, они у вас не появятся, и вы не сможете достичь желаемого результата. Вам нужно, наоборот, употреблять слова с положительным смыслом, что вы можете, что вы желаете, и вы обязательно получите все то, что только пожелаете и увидите. Так обязательно и будет. Немаловажным является и то, что нужно научиться правильно поддерживать беседу, особенно когда вы сидите за столом в своем доме, так как стол – это сакральное место и способно притягивать потоки энергии, а также приумножать все то, что его окружает. Разговоры, которые ведутся
находиться в негативном контексте, будет притягивать сильный негатив и быстро распространять его по дому и влиять на всех тех, кто живет в нем, нарушая энергетические потоки, сон, настроение, эмоции и так далее, и так далее. Поэтому не стоит, сидя за столом, кого-то обсуждать, стараться затронуть тему, которая болезненная для кого-то из членов вашей семьи или же для гостей, которые находятся в вашем доме. Не стоит задавать и неловкие вопросы, чтобы человек старался выкрутиться и тем самым начинал притягивать негатив. Воздержитесь и от разговоров о финансовых возможностях тех, кто у вас в гостях. Это не только неприлично, но и способно принести непоправимый энергетический вред. Разговоры должны быть эмоционально легкими, наоборот, доставлять вам удовольствие, радость, ни в коем случае не унижать никого. Только так в эти моменты к вам и с тем, с кем вы их ведете, будут поступать потоки сильных положительных энергий, которые будут вам только помогать. Поэтому очень важно, чтобы вы изучали новые правила, не останавливались на достигнутом, прислушивались к советам, которые связаны с употреблением слов, с построением тех или иных предложений. Изучайте постоянно новые слова, не забывайте развивать свою речь и благодаря этому наполняйте свою жизнь счастьем, удачей, благополучием, любовью, деньгами. Попробуйте, и вам очень действительно все понравится. Вы больше не захотите останавливаться на одном месте. И вам будет интересно, так как вы будете знать, что все получается и напрямую зависит от ваших стараний и от ваших действий. Не забывайте, слово имеет очень сильную энергетику и способно действительно на много. А вот какую энергетику, оно будет зависеть именно только от вас самих. Поэтому все, что вы говорите, все, что вы транслируете в этот мир, вне зависимости, вы посылаете посылы в жизнь других людей или в свою жизнь, очень часто проклинаете, то знаете, что кажется, что вы проклинаете, но в то же время вы отправляете и часть энергии к себе обратно, и рано или поздно это вернется к вам. Поэтому ваша задача научиться ни в коем случае не говорить негативных слов. Это очень важно. Кроме того, сейчас очень сильно работает энергия. И все то, что вы транслируете в этот мир, это рано или поздно, девочки и мальчики, к вам возвращается. И ваша задача ни в коем случае не отправлять, потому что это все вернется. И вернется не в самом лучшем свете. Помните о том, что ваши слова имеют значение очень важно и для вас самих, на энергетику, на ваше здоровье. Если вы не умеете разговаривать, начинайте читать классику. Самое простое. Вот начинайте читать классику и после этого начинайте просто пересказывать. Записывайте на аудио. Сейчас в телефонах есть эти диктофоны. Не надо ничего, что-то чтобы это было затратно. И начинайте пересказывать. Первое время вам будет ужасно слушать то, что вы пересказываете, потому что много будет слов-паразитов, много будет слов, которые не должны быть в вашей речи, и вы думаете, что их нет в вашей речи, а они в действительности есть. И через некоторое время вы должны осознать и понять, каких вам слов не хватает. Конечно, вам не хватает созидательных слов. В таком случае, что вам нужно делать? Начинать читать классику еще и еще. Возможно, вам не хватает каких-то знаний. В интернете очень много информации, но вы должны на интуитивном уровне чувствовать, подходит вам эта информация или нет. Потому что очень часто так, что, например, человек раздраженный, ему что-то не нравится, и он не понимает, что же происходит. И когда человек начинает разбираться, оказывается, он просто не может правильно выразить свои мысли, и это его очень сильно раздражает. Поэтому, друзья, чтобы такого не было, вот прямо сейчас, после просмотра этого видео, начните заниматься собой, начинайте развивать свою речь, потому что, развивая свою речь, вы можете развить очень многие моменты в своей жизни, потому что как вы общаетесь, как вы доносите до людей важную информацию, так и это возвращается к вам. Помните, пожалуйста, об этом и не игнорируйте. Многие люди думают, ну и что, ну не так расскажу, ну не так то, все. Но вы должны понимать и то, что ваши слова, они имеют огромное
огромное значение. Поэтому сегодня мы с вами поговорили об очень важной информации, да, что нельзя произносить слово «на здоровье», забывайте об этом слове, и мы с вами начинаем произносить «во здравие», или, например, другое слово, которое вы можете использовать, это «пожалуйста». И тогда вы постепенно начнете видеть уже первые результаты. Помните о том, что все в вашей голове. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, мы надеемся, что наша информация для вас была очень полезна и важна. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментарии напишите следующую волшебную фразу. Я, ваше полное имя, здорово и счастливо. Истина да будет так. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.